Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Пламен Паска в прямом эфире прямо сейчас. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу долгожданную аудиторию в этом политически обостренно весеннем дне, когда событий политических обострений, еще раз, медицинских политических обострений, у многих руководителей важных фигур мира заставляют нас комментировать, ну, скажем так, не дают нам покоя, не только нам. Ну, Поэтому покой, да, действительно, только снится. настроение. Покой только снится, друзья. Значит, сегодня мы обсудим очень интересные новости с Ближнего Востока и, конечно, об Украине точно поговорим, ну и судьбу Европы затронем 100%. Спасибо большое, что подписываетесь, ставьте лайки, не забывайте. И, конечно же, присоединяйтесь к чату трансляции, к вопросам, которые можно оставить заблаговременно в сообществе YouTube, в клубе зрителей Шелест и, естественно, да, вот, ну вот прям вживую, да, вот QR-код, если используете, то прям сразу напишет ваш вопрос на экране и канал поддержите, если работает этот сервис. Хотя с сервисами сейчас большая проблема, у всех понимаю, но тем не менее очень благодарен, что этим днем, вторника, 14 апреля, мы вместе. Пламен, начнем с опроса нашего сегодняшнего эфира, он прям очень интересен. Как отразится завершение войны с Ираном на Украине? Ускорит финал, затянет еще больше, никак не повлияет? Или в Украине все закончат раньше, чем в Иране? Сейчас достаточно много новостей вокруг Ирана. Венс опять объявился, говорит, удачные переговоры, успешные, мы так прогресса достигнули. Сейчас будут встречаться снова в Исламабаде. Вроде как четверг, послезавтра, но пока вилами по воде. В общем, все говорят о том, что все хорошо. Блокада какая-то странная, американская, Ормузского пролива, потому что китайское судно, передает Рейтерс, взяло и прошло. Ну вот прям танкер взял и прошел, и все. Есть блокада, нет блокады, совершенно непонятно. Плюс еще заметили, что там очередной корабль американский прошел не через Красное море, а вот как-то так огибая Африку, то есть опасаясь хуситов, военный корабль. В общем, интересно, с чем сейчас мы подходим в Ближнем Востоке, к миру или наоборот, к определенной острой фазе эскалации, вот такому новому витку, к которому сейчас все готовятся, стягивая технику, силы и средства. Что думаете вы? Завершается война? Если да, то как влияет это на Украину? Или все-таки война с Ираном будет гораздо дольше, чем с Украиной? Как завершение войны в Иране повлияет на Украину? Ну, повлияет точно, но практически невозможно сказать, ускорить или будет еще удлинять. По-любому эта война будет до 34-35 годов, может быть и больше. Даже с небольшим таким запасом, лучше сказать, вторая половина 30-х годов 21 века. А война в Иране, она не завершается. Сейчас, в следующие 2 недели, будет наземная сухопутная операция, масштабная, большая, с целью захвата Урмузского пролива и переименования его в проливом имени Трампа. Имени Трампа требует платить мзду с каждого барреля нефти. Если Иран просит $1, я думаю, что Трамп смело запросит 2, и я не хочу ему подсказывать, но зная его амбиции, скорее всего, он скажет 5. Ну, дырку в американском бюджете надо же чем-то залатывать. Поэтому влияние, безусловно, есть, потому что если американцам, вернее, американцам и израильтянам удастся в рамках 2 недель действительно захватить вот этот линейный от 50 до 120 километров, глубиной от 20 до 50 тоже километров, Урмузский пролив с иранской стороны, Ормузского пролива, простите за тавтологию, плюс ключевые острова это само собой подразумевающиеся, то тогда они вернутся к тематике Украины и, наверное, даже ее ускорят до 15, 14, 15 мая. Потому что примерно тогда Трампу хочется идти с козырными картами на встрече к императору Си Цзиньпин. Одна большая козырная карта под названием Иран, в скобках Урмузский пролив, другая большая козырная карта под названием Украина-Россия. Если с этими 2 козырными картами идти навстречу, то можно ожидать, что товарищ Си поймет послание, что он следующий, Аукус уже не за горами,
И поскольку мы выполнили эти две огромные, большие, тяжелые, неподъемные всем остальным другим союзам и странам мира военные задачи под названием Иран и Украину, мы идем уже к тебе, то можно ожидать, что его поставят в достаточно затруднительном положении, что является целью вот этой встречи Трампа. Если у Трампа не будут эти козырные карты, либо хотя бы одна из них, скорее всего, будет опять откладывать встречу с Си Цзиньпином, дабы не ходить туда с слабостями, с уязвимостями. Ну, погодите, а какими силами захватывать и проводить сухопутную операцию? Ведь сил-то для этого недостаточно. Одно дело зайти, там, потоптаться, как это было в моменте. Ну, опять-таки, версии разнятся. Кто-то говорит, что пытались что-то захватить, имеется в виду какой-нибудь там обогащенный уран. Другие говорят, что спасали пилота. Сейчас как бы это все легенды. Но, тем не менее, борты побили, операцию провели. Вроде как спасли пилота, но этого пилота никому не показали. Ну и, собственно, победа, понимаете? Так для того, чтобы зайти можно. Уйти как или удерживать как? Вот же в чем вопрос. В момент переговоров мы же стали свидетелями, когда, опять-таки, то ли провал, но сейчас Венс говорит, это был не провал, это было нормально. Пошли же там корабли в Ормузский пролив, взлетел беспилотник, они развернулись и отошли. Сейчас тоже очень странная блокада, которую как раз-таки Китай, ну, скажем так, спустил на тормоза и каким-то образом, знаете, сказал, ребята, вы там по-своему, а мы по-своему ходим. Ну и сейчас вот слетят за Армузским проливом, и то, в общем-то, пробки как таковой нет. Точнее, она как есть в глобальном смысле этого слова, но все предпочитают иранскую сторону прохода через Армузский пролив и иранские условия, ну, те, которые ходят. Тем более, чисто логистически, с точки зрения лоцмана, фарватер проходит именно ближайшим образом к иранским берегам. То есть это не вопрос политического, эмоционального, либо корпоративного выбора, либо настроений. Это вопрос глубины, через которую могут пройти глубоководные танкера. Вот те, которые 2 миллиона и больше тонны. Ну, там баррели, не будем говорить о тоннах. Слушайте, я не знаю, вчера у вас была встреча и запись с Алексеем Арестовичем? Нет, вчера не было. Вот, значит, и я боялся, что я это пропустил, потому что тот вопрос, который вы задаете, возможно ли наземная операция, если задали бы ему, мне интересно было бы послушать его мнение, но не суть. Мое мнение следующее, они могут это сделать. Вы говорите, силы недостаточной. Здесь есть заковыка, есть подвох. Официально американские вооруженные силы недостаточны, вы правы, потому что у них в количестве 17,5 тысяч бойцов. Однако туда прибывает постоянно огромное количество, и Reuters даже на прошлой неделе, когда я делал политпресс-обзор, рапортовали, что там уже скоплено больше 50 тысяч. Больше неизвестно сколько, но больше 50. Откуда они эту цифру взяли, это другой интересный вопрос. Но на этой неделе я уверен, что эта цифра может быть даже удвоена, а может быть и больше. Вопрос в том, чтобы это не было больше американских кадровых военных. Если это будут американские ЧВК, над которыми не распространяются все политические и другие головные боли, которые наносят Трампу не то что ущерб, а прямо, скажем так, будут политические катастрофы, если трупы будут возвращаться и ритуально с почестями будут их хоронить в Фарлингтонском кладбище, недалеко там, ну там в штате Вирджиния, что называется, то это будет большая проблема. Если там будут потери, которые будут хоронить за свой счет американские ЧВК, которые в состоянии доставить и 150, и 200, и 250 тысяч бойцов с боевым функционалом выше, чем американская кадровая армия, то эти потери будут просто финансовые потери. То есть они будут там какие-то страховки, выплаты, но это не политическая проблема, и это не будет медийная проблема для самого Трампа. Это ЧВК, это наемники. Так что там, если скопится действительно 120-150 плюс тысячи, плюс военно-воздушная и военно-морская поддержка постоянная, которая будет висеть, и любой люк, который откроется в этих горах, откуда вылетает какой-то дрон, какая-то ракета, либо даже ствольная артиллерия начинает палить, будут гасить немедленно, то у них с определенной ценой, с определенными потерями, но шансы захватить вот этот важнейший и дорожайший кусок земли, может быть, один из самых дорогих кусков земли на планете Земля сейчас, с учетом того, если обложить мздой и тех, и других, и всех остальных,
то да, это того очень даже стоит. И тогда Трамп сможет, грубо говоря, сохранить свое лицо, политическое лицо, и рапортовать бодро «My fellow Americans», мои дорогие американцы, что мы идем уверенно не только к встрече с Си Цзиньпином, но и к праймерис, потому что я вам победу принес, и вы уже сможете заправлять баки ваших автомобилей прожорливых где-то на 10, 15, 20 центов меньше, чем сейчас, или на $0,50 даже меньше, чем сейчас. Кроме того, в американский бюджет я обеспечил непрерывный поток денег. Если ему это удастся, а это вопрос количества, то есть количественные изменения перестают качественные, раньше, вы совершенно правы, раньше имеется в виду буквально недельки-две назад, у него не хватало количества вооруженных сил для того, чтобы такая операция была совершена. Сейчас, с учетом вот этих специфических, не всегда официально подтвержденных, различных по духу данных, которые поступают, если там действительно количество 100 и больше тысяч бойцов, тогда они будут в состоянии. Я считаю, что они, естественно, Тегеран не захватят, и даже это в целях не будет стоять. Но захватить и контролировать физически, военно Урмузский пролив, они могут это сделать. Другое дело, как они обойдутся без иранских лоцманов, потому что у них своих лоцманов, скорее всего, нет. Но это уже вопрос технически обсуждаемый, вопрос других переговорных процессов. Я лично с высокой степенью вероятности почти убежден, на 70+%, что сухопутная наземная операция будет в следующие 2 недели до конца апреля. Интересная ваша версия событий. Посмотрим, как к чему все идет. Вообще, в принципе, сейчас прогибают Иран для того, чтобы он отказался от урана. Даже там Линдси Грэм говорит, давайте их обманем, давайте им будем стержни какие-то поставлять, в общем, чтобы вроде и вашим, и нашим, в общем, к переговорам, я так понимаю, готовят новую почву. Однако здесь возникает очень важный фактор Израиля. Вчера вдруг неожиданно, хотя это назревало достаточно давно, Эрдоган говорит, так мы должны быть сильными, чтобы войти в Израиль, в Карабах входили, Ливан входили, в общем, давайте в Израиль тоже вполне себе, и пригрозил им фактически войной. Эта война вот только витает в воздухе, да, но является ли, на ваш взгляд, каким-то сдерживающим фактором, своеобразной уздой Ирана? И если брать вашу логику, а она заключается в том, что американцы, понятное дело, израильтяне будут применять и прибегать к наземной операции, которая там просто подорвет рынки в моменте, вот эти 2 недели, хорошо, сколько это может длиться? То есть это тогда, это второй Афганистан, это тогда очень надолго, цены как раз-таки наоборот, да, взлетят, и саудиты уже бьют во все колокола, говорит, Трамп, убирай свою блокаду, давай как-то, в общем, давай договаривайтесь в Пакистане. Но угроза Турции в сторону Израиля, что означает сейчас, когда там, например, высокопоставленный военачальник приехал с главой Цахал поговорить в эти дни, вот буквально сегодня у них встреча, получается, вроде как эта конфронтация выбивается из логики событий. Или это только слова, только для красного словца, условно сказанного Эрдоганом, чтобы, так сказать, приструнить Израиль. Приструнится ли? Израиль приструнится, если от него или Израиля приструнят, прямо скажем, уничтожат, если от него снять вот этот военный зонтик, военная защита, военная крыша под названием Соединенных Государств Америки. В регионе есть только 2 государства, которые физически могут разрушить, уничтожить государство Израиль. У них есть нарастающая и уже почти достаточная мощь, и это Турция и Иран. С одним из этих государств Израиль уже воюет, и я считаю, что это экзистенциальная битва для израильтян. Это не просто битва за какие-то ресурсы. Ресурсы получат США, Израиль вряд ли там будут что-то получать. Не суть, это не главное. Главное – битва за существование. И второе государство, которое и может, и скорее всего хочет, и уже об этом говорят и заявляют, это Турция. На прошлой неделе, когда я делал, под конец недели, то есть пару дней назад политобзор, мне попалось достаточно замечательное. Было бы смешно, если не было бы так серьезно и грустно. На месте Нетаньяху я бы
не собирался скоро пить хороший ароматный турецкий кофе в каком-то турецком курорте, потому что там ему выдвинули приговор 4596 лет, плюс пару пожизненных. И я не знаю, это не считается пожизненной или нет, потому что они насчитали за то, что израильские вооруженные силы, там какой-то там фрегат гуманитарной помощи, там всякое такое они арестовали, плюс геноцид, плюс много чего. То есть где-то в 8-9 раз дольше, чем продолжительность Османской империи плюс современной Турции, срок впарили Нетаньяху. Если он собирается перерождаться и жить по 200 лет, я не знаю, сколько нужно ему для того, чтобы отмотать вот эти сроки. Ну, понимаете, это не 45 лет, это не 450 лет, это 4596 лет. Откуда такая цифра? Ну, такая она у них накопительная, понимаете ли, получилась. Если они главу другого, причем соседнего государства, вот, ну, это не совсем соседнее, по морю соседнее государство, они так, ну, предвоенная подготовка, она вполне реальная. И Израиль уже заключил военный договор с греческим Кипром и с Грецией. По-моему, мы это обсуждали, поэтому подробно повторять не буду. Они собираются силами греческого военно-морского флота, который достаточно большой и в состоянии противостоять турецкому, и силами израильских военно-воздушных сил, которые достаточно большие и в состоянии не просто противостоять, но и одолевать турецких, ну, на случай, если они не воюют в это время, конечно, с Ираном, то они рассчитывают на то, что таким образом они могут победить или по крайней мере, дать щелбан достаточно больно и чувствительно Турции и не позволить Турцию их уничтожить. Насколько это правда, это, наверное, предстоит посмотреть даже в этом году. Не хотелось бы, очень сильно не хотелось бы, просто хотелось бы, чтобы эти люди нормально развивали туризм, сотрудничество, вообще-то добрососедские отношения. Но мои хотелки – это мои хотелки. И ваши хотелки, к сожалению, никто с нами не считается, нас не спрашивает. Там залог огромный. Там залог каждый линейный метр и километр побережья в сторону Левантийского газового месторождения, потому что это уже не просто энергетика, это геополитика и глобальные финансы в чистом виде, причем в масштабно-региональном виде. То есть это решение многих вопросов для стран, у которых есть масштабные амбиции, а Турция как раз это и есть такая страна, и решение многих вопросов у стран, у которых есть энергетические, финансовые, либо другие трудности и тоже амбиции. А там почти все в Леванте, они с такими амбициями. Поэтому здесь формально они будут... Кроме того, Турция давно уже, ну, грубо говоря, не то что подкалывает, это выражает без стеснения определенную тяжелую неприязнь в сторону Израиля. Я вспоминаю... Вот это Давосский, что ли, форум был, или какой-то другой, где Эрдоган просто бросил наушники, с ним, по-моему, Шимон Перес попытался поговорить. Да, Шимон Перес, по-моему, пытался поговорить, причем сказать, ну, слушайте, вы же, когда у вас есть опасность с вашими курдами, вы тоже идете там, их и бомбите, и угоманиваете, и занимаетесь вашей внутренней безопасностью. Мы именно этим и занимаемся у нас, мы не просто так это делаем. Эрдоган тогда бросил прилюдно, можно сказать, оскорбил. Сейчас они приговор Нетаньяху. Кроме того, Турция, не стесняясь, поддерживала, финансировала, обучала, вооружала Хамас, зная, на что сделали Хамас 7 октября 2023 года. Это скоро не забудется, что называется. Так что у Израиля есть достаточно большие, весомые, тяжелые основания. Во-первых, считать Турцию источником угрозы и рассматривать Турцию примерно так же, как они рассматривают Иран. Почему они вообще-то пошли в сторону Ирана? Только потому, что Иран это говорит, либо где-то записал, что нужно уничтожить государство Израиль. Если Иран это только вербальными, скажем так, упражнениями занимался, я думаю, что Израиль на это положили бы с большим прибором и не стали бы вообще-то париться. Но Иран финансирует, обучает, и вооружает и контролирует Хезболлой. Это самая большая неофициальная прокси-армия в мире, которая постоянно, действительно, тысячи раз в год бомбит государство Израиль. И с этим, конечно, жить тоже не хочется. Иран спонсирует, контролирует прокси-армии в Ираке, которые занимаются примерно такими же деятельностями. Иран раньше контролировал алауитов в Сирии, которые тоже к Израилю относились, мягко говоря, не очень уважительно и добрососедски. Естественно, Иран помогал и Хамасу, хотя Хамас это сунниты, а Иран это шииты. Как, ну, враг моего врага, это может быть почти мой приятель, если не друг, что называется, или союзник.
И Иран, естественно, контролирует, финансирует и помогает военно-технически йеменским хуситам Ансар Аллах, которые в состоянии, которые несколько раз демонстрируют, как можно закрыть и Баб-эль-Мандебский пролив. И тогда всем приходится вспомнить, что самый южный кусок Африки, мыс Доброй Надежды, куда похоронено огромное количество кораблей старых торговых путей, то есть там очень неблагоприятные климатические условия и по сей день, ничего не изменилось, то придется наматывать лишние 12-15 тысяч километров, соответственно, логистика замедляется, удорожается, риски там увеличиваются, вся эта веселуха прибавляется. И поэтому у Израиля отношения и к Ирану, и к Турции уже почти, наверное, выравниваются. Их можно понять, потому что не они нападают на Турцию, чтобы Турция имела какие-то претензии. Турция вооружает и снабжает те, которые постоянно бомбят и убивают израильтян. Сколько можно... Это кого? Хамас. Хамас. Хамас на поддержку Турции и Катара. Хамас Газа. Ну, в Газе тихо. Это мы так вроде бы и слышим. Газу пришлось утихомирить путем того, что весь мир сейчас обсуждает страшный ужасный геноцид и вообще-то разрухи и бомбежки, на которые Израиль пошел для того, чтобы решить вопрос своей личной безопасности. Кстати, я не знаю, в курсе ли вы или ваша аудитория, знаете, в чьей юрисдикции находится сейчас Газа? Газа находится в юрисдикции Египта. Газа – это Египет. Однако Египет не хочет пропустить ни одного газянина, назовем это так, через пропускной пункт Рафия в сторону Синая. Ни одного. Ни одного. Даже если вы увеличите на Google картах этот регион, южная часть Газы, и там, где начинается египетская территория, которую мы знаем египетская, на самом деле Газа, как я только что уточнил, тоже египетская, там выжженная земля и разрушенные дома. Первые 5-6 километров вы увидите буквально черно-коричневые, там выжженная земля, и приближаем бленду максимально 50 метров спускаем, и видим физически разрушенные дома. Думаете, это военное действие? Нет. Это египтяне разрушили, уничтожили все до первого внутри глубоко у себя пропускного пункта для того, чтобы никакие газанцы не смогли туда маленькими небольшими отрядиками там прячься вот так, чтобы ими контролировать. То есть там отношения на Ближнем Востоке настолько более сложные и более старые и более тяжелые для понимания, чем на тех клише, с которыми мы оперируем, вот эти плохие, вот эти хорошие. Слушайте, ребята, там с этими понятиями лучше не оперировать. Сегодня вышла Кая Каллас и говорит, мы вообще не понимаем, что Америка делает в Ормузе, смысл блокады, почему как, что да как, развела руками, говорит, вообще непонятно. Для Европы как выглядит блокада Ормуза Дональдом Федоровичем? Дональд Фредович для Европы... Слушай, Кая Каллас можно обсуждать только в юмористическом плане. Девушка с внешностью школьницы, но с интеллектом, быстро вянущим растением, можно обсуждать только, скажем так, с сочувствием и с некоторой иронией. Но как выглядит для Европы? Европу приглашают воевать. НАТО говорит, да, нет никаких причин, чтобы мы не подключились. Это Марк Рютте так и рьяно рыл копыты, что называется. Только у нас есть процедура, мы сначала должны сделать консультации. Вот мы назначили начало консультации для того, чтобы мы решили, как будем помогать. Так, да, безусловно. Только процедура, понимаете. Надо долго проконсультироваться. Европа туда, вернее, НАТО туда не будет подключаться по одной простой причине. Когда все это затевалось, так называемый рык льва и эпическая ярость в скобках коалиции Эпштейна, каждый из них имел намерение, то есть в задачах своих, получить что-то конкретное. И в этом что-то конкретное, не буду опять перечислять, нет ничего предусмотренного для натовцев и для европейцев. А если эти воюют для того, чтобы получить что-то, причем достаточно такие весомые, объемистые, вкусные, можно сказать, стратегически важные, значимые вещи. Нефть, газ, контроль, ядерная там безопасность, приструнить Иран, поставить не то что амбарный замок, а, скажем так, мзду брать с каждого танкера за каждый бар, это понятно, это физически, это долгосрочная игра, это не просто взять, урвать и убежать, это они воюют за то, чтобы потом десятилетиями можно было оттуда что-то рубить. А европейцам что там получать? Европейцы, что они там получают? Абсолютно ничего.
Просто выполняете типа свои обязательства по НАТО. Ну, нам-то зачем? Вы там нам что-то предлагаете? Нет, французы на самом деле почти прямо так и говорили. Ну, мы там это самое, Шарль де Голль можем, вот это 1, 2, 3, 4 можем, ну, 5, 6, 7, 8 не можем, а нам-то что? А вам ничего, вы союзники. Да, тогда у нас ремонт. Тогда у нас проблемы, технические проблемы. Мы полны желанием, просто как-то не хочется, понимаете. Поэтому европейцы просто сейчас увиливают от своих так называемых натовских обязательств и будут заниматься долгими, бесплодными, но зато безвредными политическими консультациями, как помочь нашему военному союзнику США, который напал на какое-то государство, потому что если кто-то напал на государство-члена НАТО, это одно, это пункт 5, там более-менее текст есть. А вот если государство-член НАТО плюс государство не члена НАТО, в скобках Израиль, напали на какого-то большого глобального плохиша с их точки зрения, для того, чтобы получить с него что-то, а мы там каким боком? Почему мы должны обязаны? Тем более за бесплатно. Ну, что называется, бесплатный труд, он когда? Он только в рабстве. Мы рабы, что ли? Ну, мы не рабы, рабы не мы. Однако, давайте так. Сейчас Европа на самом деле переживает очень тяжелейший период. И Безусловно. причем там американская сторона говорит, слушайте, ну так мы готовы, нефть по 150 и выше, вполне себе. Ну так давайте, мы как бы, да, мы не против. Вместе с этим сейчас очень интересные контакты, очень такие полускрытые и тайные происходят между Америкой и Россией. Полутайные почему? Потому что вот недавно летал в Америку Кирилл Дмитриев. Все Да. говорили, это что-то по Украине. Кремль говорит, нет, это отношения США и Российской Федерации. Сегодня точно так же Дмитриев в Абу-Даби. Говорит, об Украине ни слова, говорит Песков, ни в коем случае. Это вот наши отношения будут обсуждать между США, экономические, и Российской Федерацией. Но вместе с этим все же видят, да, вот каким образом, ну вот по крайней мере пока сейчас, ведет себя избранный мадьяр в Венгрии, который говорит, будем покупать российскую нефть. Будем. Правда, пресса пишет, что ему условия выдвинули, там целый ряд условий для того, чтобы Европа была на стороне мадьяра. Не сходится ли все к тому, что США и Россия сейчас затеяли абсолютно иную игру против Европейского Союза? И какое поле для маневра у этого нового Европейского Союза, который, безусловно, с отходом Орбана получил политическую победу, ну, как бы для себя, это выставляют как победу через поражение США, которые открыто поддерживали Орбана, но в долгосрок, как это все будет выглядеть на фоне цен, рецессий и других болезненных прививок, которые последуют уж точно за обострением в Иране и на рынках нефтепродуктов. Нет такое, как Европа. Европа – это география, а Европейский Союз – это какая-то странная бюрократия внешних операторов, которые занимаются главными стратегическими и даже многими тактическими вопросами, согласно Лиссабонского договора, Трансатлантическое торговое соглашение и СЕТА, странами, у которых суверенитет остался на, скажем так, картонно-бумажном уровне, а может быть даже только на уровне рудиментарных институтов, премьер, президент, флаг, герб, гимн и всякое такое. То есть суверенитета у этих стран нет никакого. Другое дело, что у некоторых из этих стран есть различные поведения, то есть нет единой позиции у так называемого Европейского Союза. Мы это много раз обсуждали, но все равно я понимаю, что устоявшиеся стереотипы у нашей публики таковы, что это приходится часто повторять, так оно и есть. А какие варианты у этого Европейского Союза, особенно после выигрыша Модиора, это так произносится по-венгерски, Петя Венгр, это так переводится, Петя Венгр, Петруха Венгр, потому что Модиор означает венгр. Но для того, чтобы понять, будут ли какие-то изменения для европейских политиков, нужно посмотреть на биографию Модиора. На биографию, которая не в Дуропедию. Дуропедию она, ну да, есть там кое-что, но она недостаточно интересная и подробная.
более подробное, именно с функциональной точки зрения, не просто с какой-то другой биографической, можно посмотреть, вы не поверите, в BBC по-русски, BBC News по-русски, русских новостей. Там есть длинная большая статья, я всем рекомендую почитать. Я последний человек, который будет относиться уважительно либо с доверием к ресурсу под названием BBC, без разницы по-русски, по-кунгуански, либо по-португальски. Но просто статья действительно познавательная. Почему? Потому что у меня есть предварительная информация. Я 3-4 раза в году, почти 20 лет был в Венгрии по несколько дней к своим друзьям, и за этой политикой я следил. Это очень коротко. Петер Модер выиграл эти выборы, скажем так, противоестественным образом. Противоестественным с точки зрения обычных представлений людей, как нужно выиграть выборы. Люди пребывают в иллюзии, что данные политики или данная политическая сила выигрывает выборы, потому что они популярные, они симпатичные, у них какие-то блестящие, хорошие, добрые идеи, и они там какие-то светочи чего-то. На самом деле ничего подобного здесь нет. Вся биография до 2024 года, то есть меньше 1,5 года назад у этого бойца Пети Венгр, она чисто фидесовская, то есть он чистый такой, урбановский. Причем не просто в качестве наполнителя нижнего уровня, какой-то член партии, а он по высоким этажам, он был евродепутатом, он был женат за Юдит Варга, которая была министром правосудия, то бишь юриспруденции, что называется. Он был в ближайший круг, скажем так, бояр около Урбана. Потом у него амбиции. Это жену, которую он там записывал, да? На аудио. Она 3 детишек ему родила, поэтому, Нет, наверное... записывал. Смотрите. Да, запись. Да, я помню, да, именно так. Который он хотел, чтобы на будущее это послужило ему страховкой на случай, который удивительно именно таким образом и подвернулся, этот случай. С скандалами с бывшим президентом, она тоже женщина, Каталина, по-моему, там ее звали, не суть. Пламен, подождите, Мадяр, это, конечно, замечательная фамилия, но, собственно, его же связывают с возвращением Сороса на родину малую, в Венгрию. Еще как, именно так, да, именно так. Я просто хотел, вы быстро меня вывели, сократили разговор, правильно делаете, наверное. Сороса, врага Трампа. Врага Трампа и врага Урбана. Личный враг Урбана в том числе. Но Петер Модер за меньше, чем 1,5 года сделал то, что другие партии, сильно более харизматические там, лидеры, там, функционеры и политики идут не менее чем 10 плюс лет. И причем он провел кампанию, которая по самым скромным расчетам, политтехнологи оценивают 50 плюс миллионов евро, а более реалистические, такие же политтехнологические расчеты говорят о сумме не меньше 70-80 миллионов евро, часть из которых были уже пойманы и озвучены на Украину-венгерской границе в каких-то бусах, причем на каких-то поддонах почти практически. И это то, что было поймано, что было озвучено из того, что было поймано, потому что есть данные, что были и многие другие пойманы, а многие другие были даже не пойманы, и они пошли по своему прямому назначению. То есть у этого пацана есть уже достаточно большие финансовые обязательства перед теми, которые политическими силами, это не просто инвесторы, это не политические инвесторы, это политически значимые силы, наверное, так это надо обозначить, которые будут требовать не просто возвращения денег, и не просто возвращение денег с процентами, и даже не просто возвращение денег кратно приумноженное, что обязательно само собой. Они будут требовать определенное выполнение определенных политических обязательств и моделей поведения. Например, пропустить мигрантов, поселить мигрантов, получить мигрантов из Германии. Например, засеять вот эти плодородные поля венгерской пусты солнечными панелями, ветрогенераторами, другими зелеными сделками и энергиями. У них есть список того, что очень быстро в рамках года окажется, что тот же самый народ, который сейчас искренне и лично, и есть за что, ненавидит Виктора Орбана, повторяю, есть за что, я знаю список его грехов, там, которые всегда люди озвучивают, но окажется, что
в рамках меньше года они будут ненавидеть Петра Модера, Пети Венгра не меньше, чем Виктора Орбана, порой больше, потому что у нас в Болгарии это уже произошло. У нас это дежавю. Мы ненавидели и продолжаем искренне лично ненавидеть Бойко Борисова, который давно правил и который являлся аналогом Виктора Орбана у нас в Болгарии из-за его внутренней политики, отношений и много чего другого. И на волне ненависти к Бойко Борисова пришли пару пацанов. Один из них похож на Джон Траволта времен купонной системы, там карточной системы с Оливией Ньютон-Джон. Другой из них, кстати, рядом из одной деревни, здесь 15 километров от моего родного места, гарвардские вообще-то выпускники, такие специфические ребята, жулики еще там отпетые, отменные, и народ тогда их возлюбил. И всего за полгода они так их возненавидели, было за что им удалось стырить 9 миллиардов за 9 дней. А Бойко Борисов за 9 лет даже половину из этой суммы не смог стырить. Они 9 Гарвард это школа, Гарвард это уже что-то. И народ их возненавидел и начали говорить, слушайте, я продолжаю ненавидеть Бойко Борисова. Он вообще действительно зло, страшное зло. Но он выглядит почти приличным и почти можно терпеть его. Можно с ним смириться на фоне вот этих. Что-то подобное будет с этим самым, с Петей Венгром, потому что Петя Венгр, у него что, собственные деньги, что ли, есть? Или у него есть собственные бюджеты? Или у него есть собственная партия? Так партию ему дали. Партийное строительство – это дело другое. Я не буду сейчас это долго рассказывать, но это, скажем так, египетский каторжный труд. Нет, смотрите, тут же важный вопрос в каком контексте. Сегодня Зеленский отправляется в Германию, он уже встретился с Мерцем. Тут же главный момент. Разблокируют, не разблокируют. Пресса пишет, что в ближайшие недели, в общем-то, денежку не ждите 90 миллиардов. Но в перспективе, в принципе, да, к лету ближе, летом дадут. А это же прямой путь к финансированию, то есть продолжению войны и, собственно, продолжению противостояния. Причем поразительно же, что вот сейчас как бы странные слова Мадяра трактуют совершенно по-разному. Одни говорят, что да нет, собственно, еще удивит всех Петр Мадяр. Другие говорят, что нет, все, в общем-то, нормально. Сейчас, скажем так, его быстренько приструнят, его быстренько, скажем так, накинут на него ошейник, лассо Еврокомиссия, и будет он послушно выполнять то, что нужно. Но вопрос, что непонятно, что сейчас нужно Европе. Вот вообще есть такая конспирологическая теория, я не знаю, насколько она релевантна, но люди просто смотрят и говорят, зачем Венс поехал, зачем Трамп вот это распинался, что, мол, поддержите Орбана. Да спасли шкуру Орбана. Ну вот, конкретно, спасли. На фоне вот этого дефицита тотального энергоресурсов, которые сейчас есть, на фоне планов там, Украины перебивать турецкий поток, голубой поток, дружбу эту не откроет, сейчас начнется страшное время для Европы. А Орбан что? А Орбан, видите, как он был за все хорошее. Тут на это как бы делают скидку, что как бы Трамп и Венс, они понимали, что их поддержка сыграет против, поэтому они вывели Орбана из игры, и сейчас вот все, шишки полетят на Мадяра. Версия так себе, конечно, потому что, ну, в общем, эта поддержка и участие за Орбана по-разному трактуются, но давайте смотреть на Россию. Там говорят, так недружественная страна нам Венгрия. А Орбан, ну, Орбан не друг, просто мы с ним диалог ведем. А что Мадяр наговорил? Сегодня Песков выходит и говорит, так мы посмотрим, что он будет делать. То, что он там сказал, это одно. То есть четко, скажем так, понижают уровень, ну, вот, до прохладного отношений с венграми. Мол, это у нас с администрацией Орбана было все вась-вась и на мази. А с Мадяром посмотрим. И вот эти недели неопределенности, прямо того, что не понимает Кая Каллас, корреспондируются с ситуацией вокруг Ближнего Востока, Ормузского пролива, переговоров с Ираном, потому что это цена на нефть. И вот тут у Европы могут быть очень интересные приключения экономические. Вроде как и дать надо Украине 90 миллиардов, а с другой стороны
Эта корова нужна самому. Да? То есть тут такой момент. Сейчас очень серьезная развилка у Европы. Как поступят, как вам кажется, и как используют Венгрию? Или Венгрию просто уже отыграли заранее, до вот этого большого экономического и нефтяного кризиса? Венгрия, на мой взгляд, это первый рубеж. И если сейчас они а, приручат Петра Венгра, чтобы он согласился на этот 90-миллиардный кредит, я, во-первых, думаю, что он, во-первых, не согласится, а если согласится, то будет с двумя условиями. Условие номер один: либо Венгрия будет участвовать единственно только чисто символически, на уровне какого-то 1 миллиона, либо не будет участвовать финансовым образом ничем, и просто это будет цена нашего согласия. Он будет это торговать. Но даже если он проголосует, а я не уверен, что он проголосует, остается потом Роберт Фицу. Роберт Фицу тоже будет против. Даже если сломают Роберта Фицу, а могут его и пристрелить, и один раз уже 5 пулей в него пустили, могут, конечно же, повторить. Потом идет Андрей Бабиш, он тоже будет против. И я думаю, что даже после этого может оказаться так, что Джорджо Мелони тоже будет против. То есть найдутся европейцы, которые будут против. Примерно те же самые европейцы, которые против входа, приема Украины в НАТО. Те же самые европейцы, которые не являются членами коалиции желающих, то есть не являются потенциальными бенефициарами от того, что нужно получить в конце концов от этой большой войны, они тоже будут против, потому что их нагибают и их имеют, не платя при этом абсолютно ничего, даже не поцеловав, что называется. Иметь, конечно, не хочется. Это какой-то неправильный секс политический, в конце концов. Кроме того, Петер Модер, у него нет других источников чисто логистически, чисто инженерно подведенные энергетически. Именно поэтому он будет против Орбана. Но он же еще раз 14 лет был частью Фидеса. Если он был бы против именно этих труб, этой атомной электростанции, которая там, кстати, на реке Тиса, которая там ее строит Росатом, ну, во-первых, там есть уже заключенные контракты, которые Петру Модеру приходится их выполнять, просто потому что государство приняло эти обязательства. И эти обязательства не краткосрочные, они, по-моему, на несколько лет, может, атомные как минимум лет на 10-15. То есть ему просто придется это выполнять. Либо если он будет это разрушать, то за это ему придется платить, а платить будет нечем. Поэтому я от Петра Модера каких-то чудес в изменении политики по поводу Украины не ожидаю. Будет ли он голосовать то, что европейцы будут у него просить, вернее, не европейцы, а коалиция желающих будет от него просить, чтобы он проголосовал за ускоренный прием Украины в Европейском Союзе. Ну, слушайте, поскольку Венгрия тоже тяжело деиндустриализирована, как и Болгария, как и другая часть Восточной Европы, у них, скажем так, агросектор занимает достаточно большое, значимое, такое, удельный вес достаточно большой. Если пустить вот эти украинских фермеров, то тогда что с венгерскими? Ну, понятное дело, абсолютно ничего. Кроме того, если не будут настаивать, чтобы Петер Модер соблюдал, но типа отказаться от российского неправомерного газа, что это в переводе означает? Ну, это вопрос не только энергетики, это вопрос продовольствия в буквальном физическом смысле этого слова. 73% из себестоимости производства азотных удобрений – это вопрос цены природного газа. Если у тебя не будет дешевого и много природного газа, ты не можешь произвести азотные удобрения. И не только азотные. А если ты не можешь их произвести, ты не можешь получить тот урожай, который получают другие, у которых есть газ, либо есть азотные удобрения, произведенные дешевым газом. А это в переводе означает, что твои фермеры не будут в состоянии произвести агропродукцию, которая будет конкурентоспособной по соотношению цены и качества, не то, что на внешнем рынке у себя дома не будут в состоянии это продать. А это означает, что они будут разоряться и будут винить за это, естественно, Петра Венгра. А кого еще? А кого еще, если он именно это прекратит? То есть здесь есть абсолютно прямая цепочка. Ты можешь ненавидеть русских, но лучше, чтобы ты работал с российскими энергоресурсами, не рыпался и не открывал себе слишком сильно рот, потому что это напрямую привязано не только к энергетике, не только к деньгам, но и к еде, которую ты кладешь на стол, на случай, если есть что там положить, на стол поесть. Есть абсолютно прямая связь. И если он это не понимает, а я думаю, что он это понимает. Он не сильно умный человек, судя по его биографии, не какой-то титан мышления и, наверное, не герой кроссвордов, но, тем не менее, я думаю, что эти вещи, даже если он не понимает, найдутся люди, которые достаточно быстро ему это объясняют. Виктор Орбан тоже
не был каким-то прирожденным другом России или там, не знаю, не родился русофилом и не смотрел в сторону Кремля. Но он просто прекрасно понимает вот эти абсолютно сермяжные правды. Куда ему подеваться? И начало вашего вопроса, который я, простите, забыл ответить по поводу, если какой-то предварительный разговор, договоренность между США и Россией, и эти челноки, которые там Кирилла Дмитриева, знаете, мне кажется, что условия работы между Россией и Америкой немножко изменились. Если раньше, грубо говоря, допуск американских компаний к российским недрам и к российским арктическим недрам ставились в качестве предварительного условия выполнения с американской стороны, угомоните наконец-то этого Зеленского, чтобы он согласился на Донбасс, на Донецкую область, и чтобы закончить хотя бы в территориальных границах Луганской и Донецких областях, наверное, этот вопрос уже отпал, и они готовы приступать к так называемым 13, 14, 15 триллионным проектам Берингова и другие там всякие прочие, не дожидаясь решения украинского казуса, потому что решение украинского казуса неизвестно, когда будет и в каком ракурсе это будет. И это уже, даже если Дональд Трамп об этом публично не обсуждал и не признавался, это уже является очевидностью, которой мы с вами можем смело это обсуждать. Поскольку допуск американских мультинациональных компаний к российским недрам было увязано и с украинским казусом, но если убрать украинский казус, было увязано с другими важными вещами для России, а именно снятие всех санкций. То есть сейчас, наверное, они обсуждают, ладно, Украину немножко отложим в сторону, вы санкции начинаете, пожалуйста, снимать, и мы начинаем вас запускать, для того, чтобы и у нас, и у вас было уже хорошо. Так а куда запускать? По тем объектам, по которым бьет Украина, украинские дроны? Почему? В Россию? В Россию внутри. Так в Россию бьют украинские дроны. Зеленский фотографируется на фоне ракеты, такую там фотография у него эпичная. Как появятся американские компании первые туда, даже если это на российские военные объекты, туда больше никакие ракеты, ни Storm Shadow, ни Scalp, ни важно какие, ни тем более, как эти самые... Господи, забыл американские ракеты, которые дальнобойные. Больше бить. Атакимес, да. Атакимес. Вот как они появятся? Они сейчас это обсуждают, поэтому Зеленский действительно это делает. Я смотрел вот это обширное интервью Дениса, забыл его фамилию, Штеллермана, или как у него фамилия, который отвечает за Firepoint, за производство вот этих дальнобойных высокотехнологических дронов и ракет у Гордона. Слушайте, во-первых, человек делом говорит, неважно, как к нему относиться, положительно, отрицательно. Какое дело он говорит? А делом говорит, что если они продолжают действительно развивать вот эту отрасль, они этим действительно занимаются, благодаря британцам, о которых он, конечно, не сказал, но это и так понятно, и так это подразумевается, очень скоро будут в состоянии масштабировать производство ракет, которые будут бить 800 плюс километров, в том числе и в Москву, и там и до Урала, и так далее. И к этому моменту они надеются закошмарить достаточно сильно, как минимум, европейскую часть России. В этом плане, что у них дела идут развиваться. Делом говорить, имею в виду, что они масштабируют свое производство, они рассеяли мультифокально все это. У них есть уже достаточно большое количество сборочных объектов, которые либо неизвестны, либо пока что не попадали в радарах и в оптических прицелах России, их не бьют. И у них... Их не бьют, подождите, их не бьют, потому что они на территории Европейского Союза. И все это четко понимают. Он говорил на территории Украины. Он говорил на территории Украины. Конечно, он может врать. Я не удивлюсь. Нет, смотрите, опять-таки, давайте тоже смотреть трезво на все происходящее. Вот Буданов же вышел и немножко так трезвости плеснул. Тоже, да. Говорит, у нас нет ничего, мы пользователи, у нас все чужое, у нас все как бы там китайское, у нас даже заправку для 3D принтера, который там что-то печатает, это чужое. Он печатает корпуса вот этих дронов. Он корпуса печатает, да. То есть это все пользовательская история. Опять-таки, воюем на чужие деньги. Здесь намек на то, что Россия наконец-то станет накладно тратить свои, кровные, да, а Украине же не будет накладно тратить чужие деньги. И поэтому вот эта вся история с ракетами, опять-таки, это для чего? Для того, чтобы Россия, скажем так, активизировалась на фронте, активизировалась по воздушным ударам. То есть сегодня очень интересные новости приходят. Удар по Кривому Рогу, по энергопредприятию. И 6 кабов
6 авиационных бомб в водохранилище, по дамбе водохранилища Печенега, Харьковская область. Оттуда питается, ну, забор, водозабор, там, Харьковская область, там выходит губернатор и говорит: ой, беда, беда, что ж вы делаете? Удар конкретно по воде произошел, то, помните, как пару недель назад анонсировал Зеленский. То есть на все есть определенный ответ. Да, Есть. скажем так, что как бы, ну, Зеленский выйдет сейчас, что он скажет? А я же предупреждал вас 2 недели назад, он прям из обращения в обращение говорил, что будут бить по водозаборам, сейчас лето идет, будет жарко, воды не будет и так далее. Ну так вот, пожалуйста, он выйдет и скажет: я же вам говорил, и все скажут: о, да, ты говорил. Но никто ничего не делает, чтобы этого не было. То есть никто не вступает в какие-то нормальные контакты, переговоры, ни на что не соглашается. Даже вот это вот перемирие пасхальное все выставили так, как будто там одна сторона и вторая сторона в одностороннем порядке это все объявила, а тем не менее там 2 или там 6 тысяч нарушений непосредственно на ленточке было. На что расчет тогда? Это будет очень ярко и красиво, когда влетает эта фламинго или какая-то там новая ракета баллистическая, например, в Кремль. И все будут радоваться, марки очередные новые печатать. Но как это отразится непосредственно на боевых действиях и на ударах конкретно по, ну, я не буду говорить там центрам принятия решений, а по очень серьезным инфраструктурным объектам. Ведь это же все как бы ниточка с иголочкой нанизывается на новые обстоятельства. Еще раз, Россия может закончить вот эту войну, в буквальном смысле этого слова, за 2 недели. Причем не обязательно военными действиями. Если она перестанет продавать органику не только насквозь территорию Украины, но и всем тем, которые дают Украине, все прекратят давать Украине, соответственно, воевать и передвигаться будет не на что, потому что это будет физически невозможно, либо так мало останется, что будет опять технически невозможно, если не физически невозможно. Но Россия пока что выдерживает совершенно другую модель поведения. Вы совершенно правы, что здесь есть масса абсурдов. Но в этой войне просто происходит военно-технологическая гонка, технологии, организации и новшеств. И где-нибудь, как-нибудь скоро появится какой-то черный лебедь, а я думаю, не один черный лебедь. Если действительно США разберутся с Ираном, я думаю, что эта операция будет быстрая. Быстрая это означает от 1 до 2 недель, потому что приурочена встреча Трампа с Си Цзиньпином к 14-15 мая. То есть, если операция начнется до 28 апреля, я думаю, что она начнется именно второй половине сейчас апреля, и продлится не больше недельку, максимум 2, для того, чтобы захватить и контролировать именно эти акупунктурно критические ключевые точки, которые им нужны для физического контроля всего Ормузского пролива с иранской стороны, то тогда после встречи с Си Цзиньпином Трамп, ну, если он умный человек, либо у него есть хотя бы умные советники, судя по его поведению, по его выступлениям, можно, конечно, сильно засомневаться в этом, но если учесть, что Жириновский тоже, пусть земля будет ему пухом, порой очень зачастую вел себя как, примерно как Трамп, а на самом деле был действительно умным человеком и действительно подготовленным человеком, и в спокойной, нормальной беседе вел себя более чем рационально и показывал достаточно высокий политический и познавательный класс. Если с Трампом что-то подобное, то они могут приступить с Россией именно к этому плану реализации. И еще раз, появление первых американских компаний на земле русской, это означает генеральная индульгенция, генеральная защита, генеральная крыша для этих территорий, где им будет нужно. И постепенно они начнут появляться именно на территориях, которые сейчас находятся в списке целей, в том числе и для руководителя Firepoint, и для других, скажем так, борзых, родивых ребят, которые сильно хотят уничтожить и набить по кумполу Москвы, там, Кремля, там, на Красную площадь там что-то всадить и так далее и тому подобное. До этого момента не будет. Пока не договорятся британская и американская сторона, что будем, как будем делить, вот все это, они пока не договорились, потому и все продолжается. Ничего подобного не будет. Пока в России не появится лицо мужского политического пола, которое скажет, ну, для того, чтобы я действительно добился моих целей, даже хотя бы заявленных, там, демилитаризация, денацификация, демистификация, защита и там всего того другого путем уничтожения, конечно, и не стукнут, и не будут делать то, что нужно. А нужно очень простое.
бомбить именно входы в Украину, логистические узлы входа, ЖД и дорожные. Бомбить и сделать там ямы, через которые даже пешеходец не может пройти. И тогда все снабжение Украины прекратится. И все, и все дела. Есть высокоточное оружие? Есть. Есть вот дальнобойная авиация? Есть. А что другого тебе надо? А политического решения нет. Полетных заданий нет. Поэтому сражаемся на фронт, где погибают сотни людей с той и с другой стороны в день с каждой стороны, и потом читаем военные сводки. Ну, взяли левую стенку правого сарая тети Мани. И продолжаем сражение за стратегическую там угол кухни. Слушайте, это как? Это что? Это война, что ли? Это Ну какой-то так сад-баз. давайте тоже так не преуменьшать значение уровня истощения. И такие длинную волю и длинные планы. Понимаете, сейчас все соревнуются и стремятся, говорят, вот у нас воля длиннее, а вот воля европейцев, например, тут сомневаешься уже. Сейчас, наверное, там потужные новости посыпятся из Германии, где очередное производство, очередные вещи, там ПВО будет обсуждаться, вот эти все финансы, поддержка Украины, тем более Мерц, это же как бы опора Зеленского как такового. Но ну, давайте так. В длинную война же привела к умопомрачительным итогам. Треть, опираясь на данные МВФ, украинцев уже нет в Украине. Треть от того, что было. Некоторые говорят, что и половина. То есть там считают, что 20 миллионов. Кто-то больше, кто-то меньше, но тем не менее. То есть изначально как бы, территория освобождается, становится, скажем так, еще жестче режим отлова и вот этой вот ТЦКшной истории. Сейчас пытаются как-то это все замять, там какие-то такие, а давайте там 500 тысяч гривен платить новобранцу, законопроекты разные подают. Но видно, что все только становится хуже. И люди выходят, дерутся с ножами, с пистолетами, желают военкомам скорейшего, скажем так, Воссоединение с Богом. воссоединения, да, с уже павшими. В общем, понимаете, какая история? То есть тут же это тоже все надолго. А ведь если так разобраться, а куда выходит конфликт? Ну, есть предпосылки, что там, когда атакуют Усть-Лугу, что конфликт может выйти там, в зону Балтийскую. И это очень нужно и выгодно Зеленскому, потому что представьте, да, там, это же целое НАТО должно подключаться, это же какой-то второй фронт, это же силы, ресурсы. Но кроме там, скажем так, публикаций о том, что за 90 дней капитулирует Литва, например, это сегодня там опубликовали материал, там 90 дней и все, Литвы больше нет, она капитулирует, если Россия на нее нападет. А план НАТО по защите Прибалтики от России, он 180 дней. Ну, то есть, понимаете, я просто сравниваю два материала, один старый, там, просчеты аналитические, что россияне зайдут, оккупируют балтийские страны, а через 180 дней начнется операция по выбиванию россиян из Прибалтики. Вы не включили срок на консультации, которые НАТО должно провести до этого между собой. Ну, Там то есть, тоже... получается вообще, конечно, очень интересная история. Насчет этого Зеленскому сейчас очень нужно, чтобы кто-то еще включился. Потому что, ну, опять-таки, ни шатка, ни валка все по переговорам. И истощение налицо. И просто, что это может обрушиться все в один какой-то момент, а вот просто задача этого момента не дождаться, закончить все раньше. Вот такая сейчас стратегия должна быть у Европы. Как вы видите выход из войны в Украине? Вот именно выход из вот этой войны. Вы критикуете, что она там неправильная, не такая, там надо действовать по-другому, более жестко, по логистике, по, скажем так, еще. Но действуют сейчас как действуют. Какой может быть неожиданный резкий поворот в этом действии? Чем обернется истощение? Смена руководителя России на лицо мужского политического пола и решение вопроса с Украиной в рамках полгода, ну год максимум, окончательно до западных границ нынешней Украины. То есть, получается, Зеленский должен пересидеть или Трампа, или Путина? Еще раз, это может быть и вопрос черных лебедей.
Это может быть вопрос черных лебедей. Потому что вот эта заварушка, когда подключаются столько многие различные конфликты. Мы только что сейчас с вами обсуждали потенциально вероятный в рамках этого года турецко-израильско-греческий, кипрско-греческий конфликт, текущий иранский, израильский, американский плюс региональный. А Украину российский, это чисто условно, абсолютно неверное, конечно, название, потому что там 30 с чем-то стран вообще-то подключены во всем этом, то есть мировая война как-никак в чистом виде, но изменение балансов, либо подключение новых очагов на любом из этих направлений, либо помимо этих перечисленных трех больших театров военных действий, сразу изменит развитие одного из этих. Достаточно просто, чтобы эти 90 миллиардов евро пришли не сейчас в апреле, а начали говорить, что, как вы только что сказали, будут ближе к лету, может быть, ближе к осени. То, на что даже я подозревал и предполагал, что Зеленский удачно продаст свои дроноводческие умения, свои дроноводы монархиям Ближнего Востока. Объединенные Арабские Эмираты не вчера, так позавчера прямо сказали: собирайте манатки, уматывайте отсюда. Все 5 объектов, которые вы должны были защищать, поражены иранскими, скажем так, ракетами и дронами. Вы больше нам здесь не нужны. То есть никто ничего платить не будет, и от этой затеи вообще ничего не получилось. Другие источники денег для того, чтобы хотя бы госадминистрация Украины существовала, работала, и хотя бы зарплаты солдатам кто-то выплачивал, пусть с опозданием на недельку, на две, пусть даже так. А какие? А по-моему, нет. По крайней мере, пока что не видны. Если не подключится норвежский вот этот фонд национального благосостояния, который будет банкировать и кредитовать, именно кредитовать взамен до того, как появятся эти 90 миллиардов евро, а норвежский фонд, он достаточно большой, триллион.7 или триллион.3, не помню, ну, достаточно большой, у них достаточно с деньгами. То есть, если они не подключатся, какой другой еще денежный мешок позволит Украине существовать от апреля до момента получения этих 90 миллиардов евро, на случай, если вообще они будут получены, в чем я действительно продолжаю очень сильно сомневаться. Откуда появятся 90 миллиардов евро? Кто-то, какой-то эмиссионный центр должен их дать Европейскому центральному банку. А Европейский центральный банк подчинен Бреттон-Вудской системе. Бреттон-Вудская система, все институты на территории США, чисто физически. Всемирный банк, Федеральная резервная система, Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация. Все там. Где еще? Так что эти 90 миллиардов, это немножко как дух Анкориджа. Может оказаться, что они улетучиваются, выветриваются, и потом будут, скажем так, поводом только для насмешек и для анекдотов. А государство или, скажем так, население, структура, это не государство, это другое. Простите, не хочу издеваться, но это не государство. Как-то существовать в каком-то более-менее государственно подобном образе должно существовать. Госадминистрация есть. Вот эта администрация, хоть колониальная, хоть госадминистрация, она должна существовать, иначе все распадается. А если все распадается, дальше можно читать учебники истории и понимать, что будет завтра. Мгм. Зеленский подписывает закон 5110 об усилении ответственности за антисемитизм, который пролежал у него на подписи 4 года. По новым нормам за разжигание ненависти, оскорбление или дискриминации по национальному и религиозному признаку можно получить штраф или до 8 лет тюрьмы. В 2022 году еще приняли его, и с тех пор он был на подписи, но вот сейчас видите, как... Так это только на евреев распространяется или на всех по национальному признаку? Потому что Ну, я такие так, слова, которые извергались насчет русских из на всех, наверное, госадминистрации. кроме русских, понимаете? Кроме, да, на всех, ну, кроме русских, да. Ну, вот такой Правильное, закон. полезное уточнение. Да, заметил. Да, друзья, давайте подведем итоги опроса и перейдем к вашим вопросам. Спасибо большое, что смотрите. Поставьте лайк, пожалуйста, не забудьте. Как отразится завершение войны с Ираном на Украине? 11% в Украине все закончат раньше, чем в Иране. 22% затянет, 22% ускорит и 45% никак не повлияет. То есть абсолютно другая история. Абсолютно другая история. Вот так думает наша аудитория. Согласны? Поскольку я сам не смог выбрать ни одного из этих вариантов, ну, скажем так, в чистом виде, склоняюсь к смешанному варианту, я голосу народу буду, ну, скажем так, солидаризироваться и поддержать Vox Populi, Vox Dei. Так что пусть будет так. Так, друзья, переходим к вопросам. Всем большое спасибо, что их оставляете. Поехали.
Значит, сообщество YouTube, с него начнем. Может быть, вы в курсе, что произошло вчера с ценой на марку Уралс в 12 часу ночи? Резкий скачок чуть ли не на 20%. В курсе, а сегодня упал доллар в России, ну, по котировкам, да, вот так вот. И сейчас уже приводят разные цифры и данные о том, сколько Россия зарабатывает, там 19 с чем-то миллиардов, это на 4 миллиарда больше, чем в год назад в тот же период и, ну, значительно больше, чем в феврале, поэтому, собственно, российский бюджет плюс 19 миллиардов вот на фоне этих событий вот уже физически реально зашло, без фьючерсов каких-то на будущее. Ну, это, конечно, звучит как хорошие и большие деньги, но вспоминая, что за первый квартал 2026 года бюджетный дефицит 7 триллионов рублей, если правильно там их калькулятором оценить, да, то, что вы перечислили, звучит приятно, но это эту дырку не решает и не залатывает. Другое дело, если еще раз американцы займутся, ну, грубо говоря, восстановлением северных потоков 1 и 2, либо они станут американскими, либо хотя бы частично американскими, для того, чтобы больше никто их не взрывал. И займутся другими там усвоениями, начнут падать санкции с России, потому что усвоение недр привязано хотя бы к снятию санкций. Причем первая итерация этих обещаний, это было в апреле, по-моему, прошлого года, не помню, 17 или 25, не суть, это было снятие всех санкций с 2014 года, а не с 2022 года. Так что, если эти цифры и эти обещания все еще в силе, если дух Анкориджа не совсем выветрился, наверное, будет речь идти о чем-то подобном, я так думаю. Поэтому эти деньги звучат хорошо, но это небольшая компенсация за то, что уже потеряно. Оксана, вопреки вашей предвзятой аналитике, экспорт добычи нефти в России только вырос до 9 миллионов баррелей в сутки. По данным Рейтер и МЭА, доход России за март на 19 миллиардов, только что я привел эту цифру, а Россия экспортирует всю таблицу Менделеева. Когда вы начнете говорить реальные факты, а не светить фиолетовым лучом? С претензией задает вам вопрос пользовательница Оксана. Ну, когда начну? Тогда, когда увижу действительно настоящие факты, которые я считаю настоящими фактами, потому что, очевидно, у нас есть расхожее мнение насчет того, что является настоящими фактами. Как говорил профессор Преображенский, не читайте по утрам или перед обедом советские газеты, а других нет. Ну, Оксана, ну читайте и другие есть все-таки. Поэтому надо сравнивать вот эти данные. Вполне возможно, что я и ошибался, я это охотно допускаю, потому что даже лично я сам себя ловил на случай, когда я ошибался. Это тоже так. Но чтобы злоумышленно врать, вот это не мой грех. На это я серьезно настаиваю. Поэтому, Оксана, читайте не только то, что вы читаете, читайте и другие. И да, если экспорт российской нефти увеличивается, хорошо бы посмотреть, за какой период. Сравнительно период с периодом. То есть сравнивать надо яблоки с яблокой. Если вы сравниваете март с февралем, это одно дело. Если сравниваете март 26 с мартом 25 года или 24 и 23, это другое дело. Не будем сейчас подробностей рассказывать. Вот такой вопрос. Когда вы оцениваете, начнется заварушка между Турцией и Израилем? Спасибо за ответ. Очень коротко, вторая половина 26 года. То есть в этом году? Да. Пламен Александра пишет: осмелюсь поинтересоваться, почему распоряжению вы транслируете нарратив о том, что Россия избежала поражения на Украине благодаря Ирану, или, быть может, вы намеренно раздуваете историю до сих пор горящей Усть-Луги, зная, что это ложь. Неужели вам выдали методичку на украинских каналах, чтобы вешать лапшу на уши местному населению и их внимание от реальных проблем отводить? Вы постоянно злорадствуете о том, как надули Россию. Теперь, когда Западу не удастся надуть, вы мечетесь в конвульсиях на украинской аудитории, крича: какая Россия негодяйка, раз не соглашаются на перемирие. И к чему эти ваши нападки на дух Анкориджа? Россия и США ведут диалог как минимум для предотвращения ядерной эскалации. Требования Кремля по украинскому вопросу остаются неизменными. А что до Венгрии, то она официально входит в список недружественных стран с 23 года. И уж точно не вам, европейцам, которые за сутки капитулировали перед Гитлером, учить Россию, как побеждать в войне. Ну, такой вопрос. Ой, красота, это букет. Ну, начнем с того,
какой-то умный человек сказал, что я готов отвечать за каждое свое слово, которое я сказал или написал. Но я не готов отвечать за то, как люди это понимали, воспринимали, либо у них в голове вообще-то все это складывается. Поэтому из первой части, где был наезд на то, что я там кого-то люблю, не люблю, на кого-то наезжаю или кого-то не наезжаю, вся эта лирика, это, пожалуйста, не ко мне. Если вы можете взять точную цитату, что, конечно, в режиме Блица сейчас невозможно ни для вас, ни для меня, то можем обсуждать дельно. Все остальное хотели высказаться, высказались. С чем я вас и поздравляю. Все остальное ждем следующий вопрос. Мгм. Вопрос от Петра. Блок Армуза США — это как если бы Россия заблокировала Ла-Манш, и мы видим, как реагирует мир на первое, и понимаем, как реагировал бы на второе. Это показательное действие гегемона. Кто не признает гегемона или признает его самодуром, с которым можно где-то не посчитаться, попробует игнорировать блокаду, и это им удается. Китай сегодня прорвал в Армузе, и Россия вчера на Кубе. Станет ли пример России и Китая сигналом к действию для других? Я, во-первых, эту блокаду блокадой не считаю. Вернее, думаю, что это назвали так блокадой, именно поэтому пропустили этот китайский корабль. Они просто хотят, грубо говоря, навести некоторый туман войны на свою подготовку для наземной операции. То есть, если они сказали блокаду, там поменьше глаз, поменьше движений, поменьше кораблей, поменьше свидетелей того, что здесь собираются, накапливаются, либо перемещаются и подготавливаются определенные большие американские и неамериканские, формально неамериканские силы для наземной операции. Поэтому прорвал блокаду, прорвал он чем? Он боем, что ли, прорылся, либо просто проплыл и уплыл. И по него никто не стрелял, и никто там не наезжал. Прорвал блокаду. Ну, пусть будет так. Если это была бы блокада, никто ничего прорвать не прорвал бы. А так, я считаю, что формально заявленная блокада Трампа – это именно подготовка к наземной операции. Мгм. Значит, вот такой вопрос. Переходим в чат трансляции. Давайте здесь. Задайте, пожалуйста, вопрос Пламену. А кто он по национальности? Болгарин. А есть ли чистый, чистокровный болгарин? По крайней мере, 150 лет назад других нет. Мгм. Болгарин, значит. Так, значит, так. Пламен умничка, респект и уважение. Плюс критика Пламена тут в чате трансляции. Друзья, критикуйте, хвалите, пишите, что думаете. Смело критикуйте без вопросов, да. Да, пишите, что думаете. Это прям очень интересно. Значит, да, исторические речи Зеленского здесь обсуждаются. Так, добрый вечер. Вот вы говорите о нехватке денег и повышении цен на ресурсе, голоде, истощении одновременно о войне до середины 30-х. А как это совместимо? Беларусь откроет второй фронт? Это второй вопрос от Натальи. Хороший, Беларусь, кстати, вопрос. очень хороший, потому что действительно это, наверное, последняя обойма для осуществления какого-то критически важного. Я думаю, что Белоруссию не будут трогать до того, как не встанет вопрос о Сувалском коридоре, раз, и как не встанет вопрос действительно перерезать и оттуда именно разбомбить и уничтожить вот эти логистические входы между Украиной и Польшей. Там без Беларуси не обойдется, но к этому, скажем так, серьезному оружию нужно прибегать только в последнюю очередь, потому что это как в шахмате. Одно дело, когда ты знаешь, что фигура угрожает, и другое дело, когда ты ее взял и переместил свою. Угрозы уже нет, а твоя фигура уже тоже под ударом. Поэтому, на мой взгляд, совершенно правильно делал, что хотя бы пока что Беларусь не подключают всерьез. Но на прошлой неделе, когда я делал политический обзор, там заметил две очень важные вещи, которые, по-моему, мы с вами не обсуждали еще. Первое. Польша готовится уже к войне, именно так это и называют, и проводят учения, которые секретные, причем на высшем уровне, вместе с руководством страны, с высшим военным руководством страны. Они об этом уже совершенно реально заявляют, это официальное сообщение. И второе, батька Лукашенко собрал руководство страны и сказал, мы готовимся к войне. Мы не хотим эту войну, и тем больше наши военные это не хотят. Ну, поймите, нам уже нужно приготовиться к войне настоящей. То есть
Беларусь тоже потихоньку входит в режиме реальной, серьезной предвойны, вернее, уже военной подготовки к наступающим действиям, которые будут развязкой с помощью определенных черных лебедей, которые мы только сейчас, ну, типа обозначиваем, что это будут черные лебеди. Да, друзья, тут спрашивают, когда будет выпуск с Арестовичем. Ну, смотрите, часовые пояса, смена, то есть мне так объяснили, что, в принципе, нет возможности, интернет плохой. В общем, я думаю, что к следующему понедельнику все вернется. То есть не пишите, не ищите какую-то крамолу, а то я там вчера читал, сегодня тоже читаю, где Арестович пропал, что случилось. Видите как, не один такой. Ездит, как бы, понятно, что тут Пасха, наверное, была, плюс какие-то там поездки, поэтому, ну, не всегда есть возможность выйти в прямой эфир, я прекрасно понимаю, поэтому надо с пониманием относиться к перемещениям, да, к такими. Давайте вот таким вопросом закончим. От Джона. Будет ли прекращение огня до конца года между Россией и Украиной? Дайте свой прогноз. А это не прогноз. Это, скажем так, надежда больше, чем прогноз. Будет, если, во-первых, Америка действительно достигнет свои настоящие цели в Иране. Это будет, очевидно, до конца апреля, ну, максимум до середины мая. Особенно если не достигнет. И если они действительно приступят к тому, что уберут в сторону пока что окончательные переговоры, ну, формализация, какое будет прекращение огня между Украиной и Россией, начнут заливать американскими компаниями Россию, российскую Арктику, в том числе и недалеко, то есть в европейские части России, и тогда просто придется украинской стороне, ну, грубо говоря, прекратить эти обстрелы и потихоньку насыщение американской инфраструктуры американскими, скажем так, активистами, которые добывают что-то, в том числе и на, назовем их, этих 4 областях новозавоеванных территориях России, новых субъектах России, то тогда украинские вооруженные силы будут, ну, не в состоянии бить по многим запрещенным пятнам на картах, и будет все труднее и труднее бомбить по другим. И думаю, что тогда до конца года прекращение огня будет, но прекращение огня увязано с требованием проведения выборов на Украине. А то, о чем Зеленский один раз обещал, а потом сказал, а нет, не будет в этом году. Ну, это мы уже обсуждали. Поэтому я на это надеюсь, но я понимаю, что это вопрос не моих прогнозов и не моих надежд, а вопрос событий, которые должны произойти с определенным знаком, в определенную сторону и с определенным результатом. Если эти события произойдут, первое из которых именно победа Америки против Ирана, не то, что мне хочется, я говорю, что это просто уже военно-технически возможно. Ну, если хочется вам. Ну, что не хочется, ну, честное хочется. слово. Ну, слушайте, Не-не-не. ну, это, мне просто, понимаете, вот это вот еще победа над Ираном. Ну, а хорошо, ну, что ж считать победой? Ну, вот тоже. Понимаете, Ладно, назовем это захват Ормузского пролива Америкой. Это я не имею в виду победа над Тегераном и владением Ираном, а я имею в виду захват территориально, физически, военно-технически над Ормузским проливом и обложением мздой всех, которые туда проезжают. Вот это цель Америки, это им достаточно. Уран может подождать. Иран, остальная часть Ирана может с точки зрения Америки. А вот Ормузский пролив имени Трампа, ну, это сам Бог велел. Пламен Пацков был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не офицеры, не пьющие, друзья, не друзья, враги, троллы, боты, вы тоже люди, весна ведь, так что давайте по-человечески. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение следует, особенно на следующей неделе, когда новостей будет больше, и когда Александр уже сможет в понедельник встретиться и пообщаться с Арестовичем. Тогда военная сводка будет уже более интересной. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели этот эфир. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.